Здравствуйте, друзья! Снова я. Сегодня уже вот второй раз появляюсь в трансляции. Дело в том, что сегодня мы с моим братом ходили, по делам в город, на улицу Промышленную, потом на Толстого. И вот когда возвращались обратно домой по улице Астраханской, вдруг нас окликнула пожилая женщина, которая сидела на скамейке у калитки своего дома. И мы остановились, и она говорит: не хотите бесплатно у меня жить? Ну, я так опешил, говорю: ну, как же бесплатно? Ну, хотя бы 250 рублей берите. Она говорит: 250 рублей за что? Я говорю: ну, за сутки, за ночь. Разговорились. Оказывается, женщина, так я понял, бывший педагог, ищет для проживания совместного женщину или не пьющего положительного мужчину, но который бы не просто, или которые бы не просто у нее жили, квартировали, но еще оказывали какую-то помощь по хозяйству. Она говорит, что у нее болят руки, что ей трудно даже поставить чайник на плиту. Ну и вообще женщина, в общем-то, такая серьезная, как я уже сказал, бывшая учительница. Это чувствуется по ее манере общения. Когда я наклонился к ней и начал ей говорить что-то громко, она так требовательно сказала: не кричи. Ну, мол, не кричи, не перебивай. То есть это вот сказалась ее, видимо, привычка такая школьная, профессиональная. Я спросил, говорю: а у вас как условия? То есть есть ли отдельная комната или что? Она говорит: да, есть комната, и она живет в другой комнате. Для постояльца планируется, она может пустить жить в другую комнату. Вот. Но вот единственное, что она пожелала, это чтобы человек ей помогал. В глазах ее читалось какое-то отчаяние. Мы потом с Юрой шли домой и обсуждали, что почему ей не обратиться в социальные службы там или еще куда-то. Но не всегда вот человек, я думаю, юридически как-то подкован, грамотен. Не всегда находятся рядом люди, которые могут ей что-то посоветовать. Ну вот такая ситуация. Вот такая ситуация. И я думаю, может быть, кто-то есть, интернет и общение, коммуникации делают чудеса. Может быть, действительно, вот с помощью моего канала найдется человек. Ну, конечно, я бы хотел, чтобы это была женщина, которая могла бы жить у этой вот старушки и вот помогать ей как-то. Ну, может быть, вот этой женщине повезет. На заставку я поставил изображение, сгенерированное нейросетью Stable Diffusion. Ну и, в общем-то, все. И адрес я ее записал. Телефона она не дала. Она говорит, у нее нет телефона. Но адрес она назвала абсолютно правильно. Я его записал. И при необходимости, если вдруг кто-то захочет, то пишите мне в комментариях, и я этот адрес вам дам, вы обратитесь к этой женщине. Я думаю, помощь ей действительно нужна. Вот как-то так вот я, глядя на нее, понял, что она абсолютно
в здравом уме и действительно нуждается в помощи. Вот. В общем-то, все, что я хотел сказать этим небольшим включением. На улице Астраханской, так скажем, очень такое оживленное место. Так что не где-то там на отшибе.